Стремление засекретить ту или иную информацию является обычной практикой для государств с древнейших времен до наших дней. И если говорить о техногенных авариях в СССР, то сразу на ум приходит Чернобыль. А вы слышали что-то про катастрофу Неделина? Нет? Тогда я вам расскажу не только о ней, но и про неизвестную Куреневскую трагедию. А завершу свой ролик рассказом про ядерный взрыв, который произошел гораздо раньше Чернобыля. Информация о техногенных катастрофах вполне может подорвать авторитет действующей власти, спровоцировать массовую панику и хаос, а также разрушить устоявшуюся идеологию. По этой причине были скрыты многие страшные трагедии в СССР, о которых многие до сих пор не знают. Приготовьтесь к расследованию, которое может перевернуть ваше представление об истории. А начну я свой ролик с рассказа про аварию на заводе номер 4D комбината Караганда-Уголь, который располагался на территории Казахстана, входившего тогда в СССР. На предприятии производили взрывчатые вещества. Производство было хорошо налажено. К середине 50-х годов завод делал почти 33 тонны аммонита в день, тем самым перевыполняя план. Когда произошла авария, в заводских цехах трудились 338 человек, 149 из них производили сами взрывчатые вещества. В июне 1957 года в помещении, где вращались барабаны и смешивались ингредиенты будущих взрывчатых компонентов, начался пожар. Стремительному распространению пламени помогали бумажная тара, находившаяся в цехе, а также конструкции здания, сделанные из дерева. Огонь моментально объял все кирпичное сооружение, состоявшее из 2 этажей. На производстве прогремел взрыв материалов. Волной от взрыва разбило стекла в помещениях жилого фонда рабочего поселения, который находился в 250 метрах от комбината, а также еще и задело ближайшие города и села. В конечном счете от взрыва погибли 33 человека, которые были там в рабочей смене, в том числе руководитель предприятия. Жертвы были захоронены в общей могиле в одном из городских кладбищ. По результатам документов комиссии, которую назначили вести расследование, выявлены недостатки, которые были сделаны, когда еще строили комбинат. Маленькие производственные помещения, загруженность рабочих участков и складов повлекли к огромным разрушениям. Соревнование за перевыполнение плана выпуска продукции, как говорит этот документ, привело к грубым нарушениям технологии производства взрывчатых веществ, правил техники безопасности и противопожарной защиты. Оборудование, находившееся в этом помещении из-за бесперебойной работы, разогрелось, что создало мгновенный взрыв. Сейчас единственным напоминанием о трагических событиях, случившихся много лет назад, является обелиск, воздвигнутый в память о жертвах. Несмотря на это, все детали произошедшего остаются покрытыми пеленой секретности, сохраненной только в памяти очевидцев. Не обошли катастрофы и разработчиков космических программ. Незапланированный пуск двигателя 2-й ступени у ракеты случился за полчаса до намеченного старта в октябре 1960 года на Байконуре. Были повреждены топливные емкости 1-й ступени и произошел взрыв компонентов топлива. Ударная волна огня, шедшая от ракеты, с огромной скоростью убивала все, что ей встречалось. Горящие люди выбегали из пожара и разбегались в разные стороны. Лавиноподобный пожар продолжался несколько десятков секунд, а затем фрагменты устройств и механизмов горели еще несколько часов. По итогам трагедии, по заявлениям представителей, погибли 74 человека. Еще потом от ожогов и ранений умерли еще 4. Но есть и другие сведения, по которым скончалось от 92 до 126 человек персонала космодрома. Среди жертв оказался и главнокомандующий ракетными войсками СССР маршал Неделин. На Западе этот случай назвали как «катастрофа Неделина». Пострадавшие в происшествии получили страшные ожоги тела. Их незамедлительно отправили в больницы, а останки жертв для дальнейшей идентификации перенесли в отведенное место.
Это была нелегкая задача, большинство погибших сложно было опознать. Там, где погиб Неделин, удалось обнаружить лишь его расплавленный орден, звезду Героя Советского Союза. Были обнаружены часы маршала, которые застыли в момент взрыва, и его офицерский погон. Главного конструктора космических ракет Коноплева смогли узнать лишь по его росту, так как он был самым высоким на месте старта ракеты. Умолчать о гибели столь высокого военачальника, как Неделин, не получилось. По этой причине возникла версия о его трагической гибели в авиакатастрофе. Но не было информации о том, что произошло с экипажем и остальными пассажирами. Трагедия, которая привела к множеству погибших, была вызвана грубыми нарушениями правил безопасности во время подготовки к запуску. А также на это повлиял тот факт, что запустить неготовую ракету хотели к наступающему празднику, посвященному Великой Октябрьской социалистической революции. Сведения о катастрофе были сделаны секретными, и первое упоминание о ней в советских СМИ появилось лишь в 1989 году. После трагического инцидента на космическом полигоне 24 октября 1963 года, который унес человеческие жизни, этот день стал известен как «Черный день» в истории космонавтики. В результате этого инцидента было принято решение о прекращении запуска ракет в эту дату. В этот день также принято вспоминать не только жертв Неделинской катастрофы, но и всех тех, кто погиб во время освоения космоса. Следующая история началась еще в 1952 году, когда власти города Киева решили огородить место для сброса строительных отходов в местечке Бабий Яр. И 10 лет на это место сбрасывали так называемый шлам с расположенных рядом производств по изготовлению кирпича. Хранилище было защищено насыпной дамбой, которая была спроектирована с серьезными ошибками. Основная проблема заключалась в неправильном расчете давления пульпы на гидротехническое сооружение. Эта вязкая и плотная субстанция оказывала на дамбу гораздо большее давление, чем обычная вода. Кроме того, не было учтено, что во время таяния снега и весенних дождей объем содержимого хранилища значительно увеличивается из-за массового притока воды. И вот утром в марте 1961 года в городском районе Киева, Куреневка, стала рушиться эта плотина, а через 2 часа дамбу полностью прорвало. Глиняная стена шириной около 20 метров и высотой 14 метров двинулась стремительно вниз. Образовавшийся глиняный сель был настолько силен, что уничтожал на своем пути дома и сооружения, автотранспорт, многотонные трамваи, не говоря уже и о людях. Все это продолжалось около 1,5 часов. Но последствия разрушения были катастрофическими. По итогу трагедии городской стадион «Спартак» был заполнен грязевой массой из глины настолько, что не было видно его высокое ограждение. Трамвайный парк был почти полностью уничтожен пульпой. Текущий объем спускаемой грязи составлял до 600 тысяч метров квадратных, при его толщине до 4 метров. Сама пульпа вскоре превратилась в твердое вещество, подобное камню. По официальным документам с грифом «для служебного пользования» сообщалось, что по итогам катастрофы было уничтожено 68 жилых и 13 офисных помещений. Стали невозможными для проживания 298 квартир в многоэтажных домах и 163 частные жилые постройки. В них жили 353 семьи, состоящие из 1228 человек. Сведения о погибших и раненых в документе отсутствуют. Позднее прозвучала цифра о 150 жертвах, но точное число погибших было установить невозможно. Хотя по оценкам некоторых историков эта цифра около 1500 человек. Власти приняли решение не раскрывать масштабы произошедшей трагедии. В день аварии в городе была отключена телефонная связь. Информация об этих событиях претерпела строгую цензуру. Погибшие люди были похоронены на различных кладбищах в Киеве и за его пределами, с указанием разных дат и причин смерти в официальных документах и надписях на могилах. Для устранения последствий катастрофы были направлены войска, которые работали круглосуточно. Информация о произошедшем была объявлена по радио только через 3 дня. Еще одна трагедия случилась в городе Минске на городском радиозаводе в марте 1972 года.
Взрыв прогремел вечером, когда работала вторая смена на предприятии. Мощность удара была такая, что здание завода, состоящее из 2 этажей, было превращено в щебень. Грохот взрывной волны был слышен задолго до эпицентра трагедии. Возгорание было небольшим, пламя было в вентиляционных шахтах. Также воспламенились отходы производства, находившиеся в рабочих помещениях. В начале первых минут аварии жители ближайших домов, а также те, кто случайно был рядом с этим местом, зашли на территорию предприятия и оказали первую помощь пострадавшим. Позже армейские силы оцепили место взрыва. Самой информации о произошедшем из официальных источников почти не поступало. Операция по спасению людей была затруднена тем, что у спецподразделений не было нужного оборудования для разборки разрушенных строений. Многие жертвы умирали от переохлаждения. Как назло, в это время на улице была морозная погода. Умирали от травм, так и не дождавшись помощи. Краны для подъема тяжелых конструкций приехали на место только к утру следующего дня. К сожалению, они были недостаточно грузоподъемными. Большие обломки зачастую отваливались снова, придавливая жертв, которые были все еще под завалами. На месте катастрофы были найдены 84 тела. Позднее 22 человека умерли в лечебных учреждениях. Сразу после трагедии появилось несколько версий произошедшего. Одна из них говорила о недостаточно изученных свойствах импортного лака, применявшегося на производстве. Было установлено, что пары лака, содержащегося в воздухе цеха, составляли 65 грамм на 1 кубометр воздуха. Военными экспертами после трагедии было выявлено, что даже 5 грамм – это взрывная доза. Очередной трагический случай случился на атомной субмарине К-431. Она в августе 1985 года стояла у причала бухты Чажма для обслуживания своих атомных реакторов. Для ремонтных работ применялись нестандартные подъемные устройства, а еще подводники не соблюдали требования ядерной безопасности и технологий. Когда поднимали люк реактора, оттуда также поднялись компенсирующая решетка и стержни-поглотители энергии. В это время мимо субмарины на превышающей разрешенную в бухте скорости прошел торпедный корабль. Созданная проходящим судном морская волна привела к подъему крышки реактора. Ядерный монстр перешел в пусковой режим. Случился тепловой взрыв. Проводившие работы 11 моряков и офицеров погибли на месте. Их тела почти целиком испарились за счет ядерного взрыва. Позже, во время поисковых работ, обнаружены лишь мелкие фрагменты тел военных. В эпицентре трагедии уровень радиации, который впоследствии был зафиксирован по найденному золотому кольцу одного из старших офицеров-подводников, составлял 90 тысяч рентген в час. На самой лодке случился пожар, он сопровождался огромными выбросами ядерного пара и радиоактивной пыли. Люди, которые присутствовали при тушении пожара, описывали огромные языки огня и облака коричневого дыма, которые выбрасывались из отверстия в корпусе лодки. Люк реактора весом в несколько тонн откинуло на 100 метров. Ликвидацию последствий взрыва делали неподготовленный персонал верфей и экипажей рядом стоящих лодок. У них отсутствовали специальная одежда и снаряжение. Вокруг аварии была сделана информационная блокада. Предприятие было оцеплено, а пропускной контроль был усилен. Телефонная связь с внешним миром поселка Шкотово, 22, расположенного рядом, была прервана. С населением никакой профилактической и разъяснительной работы не проводилось. Из-за этого гражданское население поселка также получило дозу радиационного облучения. Есть информация, что по итогам аварии пострадали в общей сложности 290 человек. Никому не надо объяснять, что ядерные подводные лодки являются местом повышенной опасности. И вот вам еще один трагический случай с субмариной. Он произошел во время гидравлических испытаний первого контура энергетической установки атомной подводной лодки. В это время она находилась на стапеле в цеху военного предприятия «Красное Сормово» в городе Нижний Новгород. В начале 1970 года по неизвестным причинам реактор был запущен без разрешения. Он работал на максимальной мощности несколько десятков секунд, после чего частично разрушился и выбросил более 75 тысяч кюри в цехе завода. Непосредственно на месте взрыва в тот момент находилось 150-200 рабочих.
Вместе со смежными цехами, разделенными лишь тонкой стеной, на месте взрыва присутствовало до 1500 человек. 12 рабочих монтажников погибли сразу, остальных накрыл радиоактивный выброс. Уровень радиации на производстве достиг 60 тысяч рентген. Загрязнение близлежащей территории удалось избежать благодаря закрытому характеру цеха, но образовавшаяся радиоактивная вода была сброшена в Волгу. Рабочие предприятия в этот день разъехались по домам, не получив медицинской помощи и необходимой дезактивационной обработки. 6 пострадавших рабочих были отправлены в больницы Москвы. 3 из них скончались через неделю с диагнозом «острая лучевая болезнь». Лишь на следующий день работников начали обрабатывать специальными растворами, их одежду и обувь собрали и уничтожили. Все без исключения подписали документы о неразглашении подробностей аварии сроком на 25 лет. В этот же день 450 человек, узнав о случившемся, уволились с работы. Остальным пришлось принять участие в работах по ликвидации последствий аварии, которые продолжались до апреля 1970 года. В них приняли участие более 1000 человек. Из инструментов – ведро, швабра и тряпка. Из защиты – марлевая повязка и резиновые перчатки. Оплата составляла 50 рублей на человека в сутки, хотя среднемесячная зарплата в то время была в районе 100 рублей. К январю 2005 года из более чем 1000 участников ликвидации в живых осталось 380 человек, а к 2012 году – менее 300. Все инвалиды первой и второй групп. А вот если бы вас попросили назвать самые страшные ядерные катастрофы в истории, практически каждый из вас смог бы назвать Чернобыль и Фукусиму. Но гораздо меньше людей рассказали бы о третьей катастрофе 1957 года в Кыштыме, в городе, расположенном на Южном Урале. Как и в случае с Чернобылем, основной причиной катастрофы было неправильное принятие решений, в частности, внедрение системы охлаждения ядерных отходов, которую невозможно было отремонтировать. Система охлаждения цистерны с отходами вышла из строя, и никто этого не заметил. Отходы начали нагреваться, в конечном итоге взорвавшись. Температура в резервуаре поднялась более чем до 350 градусов Цельсия, что в конечном итоге привело к взрыву, который подбросил 160-тонную бетонную крышку в воздух с ее первоначального местоположения на глубине 8 метров под землей. Радиоактивные осадки распространились на 20 тысяч квадратных километров, больше, чем площадь Коннектикута и Род-Айленда вместе взятых. Дома 11 тысяч человек были снесены после эвакуации из этого района, и 270 тысяч человек подверглись воздействию радиоактивности на этом месте. В 1976 году советский эмигрант впервые рассказал западной общественности про эту катастрофу. Но ЦРУ знала о ней с 60-х годов и, опасаясь негативной реакции населения на американскую атомную промышленность, преуменьшила серьезность сообщений. Подробности катастрофы стали достоянием общественности только в 1989 году, через 3 года после Чернобыля. В советской эпохе существовало табу на освещение аварий и катаклизмов, особенно связанных с технологическими проблемами. Официальная информация о происходящих событиях и причинах и степени ущерба, причиненного людям, зачастую утаивалась. Благодаря ограниченности способов коммуникации и отсутствию интернета, подобные засекречивания были довольно простыми. В результате, даже сегодня, много лет спустя, мало кто знает об этих трагических событиях. Если вам понравилось видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Также, друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании.